Всем привет! Продолжаю работать в режиме многозадачности. Только что сейчас еще дело чуть-чуть прибавилось. Помимо того, что увожу старое сено с сеновала, заготавливаю свежее, так еще и огородами занимаюсь, мульчирую и полю градки. Можно было бы делать все последовательно. Несколько дней потратить на то, чтобы вывести старое сено и освободить сеновал. Потом несколько дней на то, чтобы прополоть, проткать огород. А там уже спокойно и занимайся сенокосом. Так как я делаю, мне кажется, намного легче и быстрее в итоге получится. Сено вывозить очень тяжело. Если несколько дней воз за возом, то скорее всего там на нем и ляжешь. Да и легкие еще выплюнешь от пыли. А в респираторе тоже долго не поработаешь. Помнится зимой, когда с сарая сбрасывал, так потом в нем обливался. А сейчас так и вообще, наверное, захлебнешься. К тому же, если вывозить его воз за возом, то пришлось бы складывать в сток, а потом, когда мульчировать, опять разбирать его и делать лишнюю работу. А так я возик вывезу поближе к градкам и иду спокойно, мульчирую и полюсь, отдыхая от загрузки. Да и то делаю это все в то время, когда не занимаюсь заготовкой нового сена. Хотя последние дни уже не косил, так как погода не позволяла сушить его. Практически через день дожди шли. А после выходных вроде передают, что снова распогодится. И можно будет опять ударно заняться. И надеюсь, что к этому времени уже освобожу и сеновал, и с градками закончу. Да и не косил еще тому, что у меня не было и ни бензина, и ни масла к триммеру, все было закончилось. А вчера съездил в город, купил все необходимое. Заодно заскочил и кормы для кроликов купил. Хотя домой возвращался уже в попыхах. Выхожу из строительного, смотрю, а под капотом лужа свежего масла. Не знаю, моя либо была там, когда подъезжал. Щуп, посмотрел, уровень вроде бы в норме. Решил не рисковать и по-быстрому домой ехать. Хотя, скорее всего, масло мое, так как давление ближе к дому уже начало падать. Не знаю, точно еще не смотрел. Приехал, сразу побежал сеном заниматься, а потом уже и стемнело. А сегодня тоже целый день туда-сюда и некогда. Хотя пока машина не нужна, да и не хочется расстраиваться. Но скорее всего на время останусь без нее. Большую часть огорода я уже привел в порядок. Что-то прополол, что-то замульчировал. С этой стороны осталось только капустку заложить сеном. И 2/3 будут уже готовы. Так что еще несколько дней, если ничего не помешает, то с огородом будет покончено. А свеклу передумал мульчировать. Еще маловато, пусть подрастет. Так, отсадил. Где-то досадил, где не проросла. И часть еще оставил на вторую попытку, если с первой не проживется. Мульчировать буду позже, а сейчас нужно с этим сеном разобраться. И так уже долго вожусь. Это то, которое в прошлом видео уже было готово, и нужно ехать было забирать. Так, погода была отличная, дождей не передавали, но я на расслабоне и собираюсь. Уже мотоблок запрягаю, а тут какая-то тучка налетела, 2 минуты дождь полил и все сено вымочило.
На ночь тоже в копна не будешь складывать мокрое, так и оставил. А на утро на целый день дождь полил. Так оно лежало и мокро. Ну а вчера уже поворошил, посушил, но не успел это сохнуть. Забрал в копки, сегодня снова разбросал, поворошил. Но и сейчас забирать, пока опять ничего его не намочило. А то по трудозатратам, можно сказать, уже 2 раза его сушу. Попросили меня показать, как я сено на воз укладываю. Но показывать не буду, иначе видео получится очень длинным и не всем зайдет. А суть расскажу, там ничего сложного, поймете, так как меня отец с дедом учили. А помогать я им стал лет с 14. Тогда был я совсем маленький, это подрос годам к 18. Даже если по школьным фотографиям посмотреть, идет класс по росту, а потом я. Ну а так как ростом не удался, то был на самом верху и укладывал этот воз. А опыт какой, большой или маленький, судите сами. 2 сезона на 3 коровы и коня сам укладывал все. Ну и в прошлом году еще для кроликов 2 телеги. Только что тогда возили не на этом варианте телеги. Это у деда была прогулочная, поэтому и сохранилась так хорошо. А для сена у него были другие борта. Если помните, я с них в прошлом году для теплой градки бочку делал для сбора воды. Так вот, они были 1,20 м, 1,50 м высотой, такие решетки, и длиннее. И последняя ось отдвигалась аж до конца балки. И в итоге телега получалась высокой и длинной. Но суть это не меняет, потому что все равно нужно было наверху разлаживать, чтобы побольше влезло, особенно когда издалека возили. Хотя в этом варианте телеги намного устойчивее получится, так как центр тяжести был ниже. Ну а укладываю сено по такому принципу. Начинаю либо сзади, либо спереди. Ложу по пласту на углы и свисаю где-то на 1/3, половину, в зависимости от длины сена. И потом еще один пласт посередине, чтобы их придерживал. Так у меня зад сформирован. Потом делаю точно так же с другой стороны. И свожу их к серединке. Первый ряд готов. Следующий ряд получается точно так же, по такому же принципу, только прижимает его уже не один пласт, а 2 либо 3. Смещаю и так дальше, пока практически не заканчивается сено. Но ближе к концу эти пласты уже смещаю, чтобы завершить воз более круглым. А в конце вверху гребень получается посенним пластом, который держит весь стог. Ну а так как они друг друга перекрывают, то и не сползает. Многие рекомендуют еще жердь класть посередине и прижимать ей, будет намного надежней. Но я это не делаю, потому что ленюсь, нужно ее изготовить. Да и не езжу никуда пока далеко, в основном здесь возле дома. Если и потираю, то потом быстренько крутанусь. Хотя в прошлом году, когда из леса возил, то на полпути у меня полвоза было отвалилось, потому что там вот такие вот дороги ухабистые. Ну вот и пришлось заново его разбирать и перекладывать. Ну и периодически заскакиваю наверх посмотреть, как оно сверху выглядит. Потому что оттуда хорошо видно, как сформирован вот этот квадрат.
С вечера не стал разгружать, поздно уже было, так накрыл на всякий случай. Да и в сеновал его загружать еще рано было. Посмотрел местами где-нигде, где стебли потолще, еще не высохло. Так к тому же загружался после 9, уже начинала роса выпадать, слегка было отсырело. Так думаю, здесь разбросаю по дворе, то и досохнет до вечера. В сеновале у меня уже заложена 4-я часть под самую балку. Это кубов 16 будет. Здесь еще куба 3 в телеге. Если считать по 50 килограмм в кубе, то это уже тонна заготовлено. Мне уже и хватит. Но все равно останавливаться с заготовкой сена не буду. К тому же, после выходных передаю, что неделю будет погода хорошая, без опадков. А косить у меня здесь раздолье. Я же еще даже из деревни не вышел. Только сада косил. А у меня же есть там в лесу участок, что я в прошлом году косил. Второй участок, там где ловушку ставил, где трава была по пояс и по грудь. К тому же еще есть тот участок, что за огородом, там где полная луга, которая, я говорил, если скосить, штрафу дадут за самозахват. Когда был в городе, заехал в сельский совет, спросил про него. Так разрешили, сказали коси. Зашел еще в землеустройство, взял выкройков его, там чуть больше гектара. Так я если только его скошу, это еще 2 тонны можно будет заготовить, не говоря уже про лес. Только вот придумать, куда его девать потом. Сеновал не хотелось бы полностью забивать, оставить в нем место под хранение. Сейчас у меня там стройматериалы и инструменты навалено. А когда начнется стройка, так и вообще места побольше нужно будет. В доме не будешь класть, там и так его нету. Наоборот, придется еще оттуда выносить некоторые вещи, которые будут мешаться. Так вот, думаю, сено-то оно рыхлое и объемное, а если его сжать, то оно намного меньше места будет занимать. Вот хочу сделать пресс для него. И оставшееся сено уже тюковать. К тому же планирую его же продавать, попробовать. А в тюках будет оно более презентабельное и намного транспортабельное. В идеале хочу сделать пресс для мотоблока, чтобы можно было сразу с волков тюковать. Потом с ними проще и нагрузить, и возить, и складировать. Но не такие огромные, как те, а поменьше, чтобы можно было руками их перекидывать. К тому же на такие и мощности мотоблока не хватит. Ну а для такого сложного механизма нужны и материалы хорошие, и навыки работы с металлом, которые я, к сожалению, еще не освоил. Ну а с деревом уже можно сказать практически на «ты», поэтому сейчас сделаю вариант попроще, а потом уже будет от чего и отталкиваться. Материал необходимый подготовил, нарезал практически весь. Но вот смотрю, что он не совсем-то подходящий для такой задачи. Доска слишком шершавая, будет создаваться большое трение, и будет с прессом тяжело работать. Ее бы на фуган пустить, или хотя бы ручным рубаночком пройтись. А у меня ничего и нету. Те рубанки, которые в верстаке у деда были, они все в основном фигурные какие-то. А фуган я и не покупал изначально, места не было везти. Да, а потом, как оказалось, и не нужен он мне был для изготовления рамок и ульев. Достаточно было и одного станка циркулярной пилы. А, это же у меня рейсмус есть. Я покупал его как раз перед переездом сюда. До сих пор где-то в коробке лежит, еще не распакованный. Вот как раз случай и подвернулся его расчехлить и опробовать. К тому же в ближайшее время он уже и понадобится. Вот только вспомнить, куда я его поклал. Ну вот, с помощью его и можно решить эту задачу. Хотя он и не предназначен для такой работы. Но мне не нужно, чтобы доска была идеально ровной и одинаковой толщины. Главное, чтобы одна из сторон была гладкой.
Внешне вообще шикарно выглядит. И по качеству сборки, и по материалам. И ничем не уступает моему деволтовскому станку. Здесь вообще гранитная плита. Ну, посмотрим, как в работе будет. Настраивать и калибровать я его сейчас не буду. Он мне все равно нужен только сейчас, как рубанок, чтобы сострогать одну сторону. А уже потом, перед серьезной работой, его подготовлю основательно. Ну, а сейчас посмотрим, как он. Ну вот, хорошо. Немного постругал, и намного лучше, чем было. Эта машина, как рубанок, себя хорошо показала. Ну, только что базу ей не сделаешь. Это тогда под низ надо будет какой-нибудь лист ДСП подкладывать, чтобы ровная поверхность была. Но зато смотрите, сколько стружки. Поэтому я и не доставал его, когда изготавливал улья, а делал все своей циркулярной пилой. Так у меня получалось опилок меньше и ламели по 3-4 мм, которые позже можно будет где-нибудь использовать. А так бы настрогало бы такие кучи стружки, и потом что с ней делать? О, мульчировать грядки только, что ли? Хотя не для всех она подойдет. Хвойные породы закисляют землю. Ну, под свеклу, может быть, и нормально пошла бы. Они любят более кислые земли. Ну, играться с рейсмусом буду попозже. А сейчас продолжать начатое. Вроде бы готово. Все сделал из дерева. Ну, за исключением только осей. Для них использовал металлические пруты. Нашел какие-то все в металлоломе. Ну, а принцип устройства банально прост. Он состоит из коробки, в которой прессуется сено и формируется сам тюк. Поршня, с помощью которого это происходит. Ну и рычажной системы, которая приводит этот поршень в движение. У меня рычаг получился в соотношении 1 к 3. Это значит, что если я буду давить на этот конец всем своим весом 60 кг, то на поршень с учетом трений где-то килограмм 150 будет. По идее должно хватить. Ну а если что, можно будет рычаг удлинить. Как говорил Галилей, дайте мне рычаг подлиннее и точку опоры, и я землю сдвину с орбиты. Ну это все теория, а как оно на практике будет, будем проверять. Устройство делал небольшим, в длину 170 см. Но это специально, чтобы можно было в вертикальном положении в дверь носить и так его хранить, чтобы площадь не занимал. А тюк где-то получится в длину 70 см, а в сечении 35 на 30. Такие маленькие, по идее, должны быть компактные. Это специально с расчетом на то, что если делать большие тюки, во-первых, само устройство получится громоздким и тяжелым, попробую его потом передвинуть с места. Это колеса нужно будет делать и мотоблоком таскать. А так я спокойно могу и на телегу закинуть, и так перекантовать, даже и перенести. Да и сами тюки, если будет большой, то его переносить будет неудобно, нагрузка на спину. А так взял один, взял второй, они небольшие, как ведро где-то по площади, и спокойненько идешь. Позвоночник ровненький, нагрузка равномерно распределена.
Ладно, что я тут байки рассказываю. Сейчас посмотрим, как оно на деле будет. Да, арматура не выдержала килограмм 150 нагрузки. Надо что-то потолще ставить. А то ее выгинает вовсю. Заменил на более толстую, наверное, раза в 3 толще. К тому же не такая ржавая, а и все равно довольно так прогибается. Ну, попробую с этой, может быть, нормально будет. Ну вот, такой вот тюк получился. Это чтобы его достать, нужно еще один запрессовать. Когда их много-то еще нормально. А с последним придется что-то думать, что-то подкладывать, чтобы его выдавить. Смотрите, какой компактненький. Интересно, сколько завесит. Ну, 8,3 килограмма. Неплохо. Такое и не тяжело будет носить. Это если в вазу 3 куба сена, то тюков 20 таких получится. Ой, я дополнительные работы придумал. Так привез вас, скинул и спокойно идешь отдыхать. А сейчас нужно будет утюковать еще. Ну, по идее, не так и долго. На один тюк я засекал, сейчас 10 минут уходило. Это навоз 2,5 дополнительных часа работы. Ну, я легких путей не ищу, да к тому же это время потом окупится. Так, охапку сена каждый день носишь кроликам зимой, чтобы их покормить. Одну утром, вторую вечером, да и больше не нанесешь, потому что в сарае места нету. Сейчас еще достаточно. А когда поставлю вторую клетку, когда еще разберу часть сарая под гараж, то и вообще места не будет. А тюк принес, поставил в уголок аккуратненько, и несколько дней можно спокойно кормить. Да и к тому же, основное сено, что сейчас буду косить, то это пойдет на продажу. Один тюк 8 килограмм, то это получается тюков 120 надо, чтобы тонна была. Но их и будет увезти проще. На прицеп много вместится. Да и в таком варианте его легко и измерить, какое количество есть. А то в сеновал бросаешь. Вроде бы его и много, а потом весной и не хватает. А так можно с точностью до килограмма померить, какое количество у тебя запасено. Да и к тому же, когда сейчас буду заготавливать, хочу позаписывать все трудозатраты, расходники и посчитать себестоимость его. Может быть и невыгодно заготавливать, а дешевле и проще купить,